Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Мы продолжаем разбирать публикации из ветеринарных журналов, и сегодня мы обсудим два исследования. В предыдущем выпуске мы обсуждали clinical case асистолии у таксы во время проведения стоматологической процедуры. И авторы этой публикации, ссылаясь на предыдущие исследования, говорили о том, что у такс в норме частота сердечных сокращений ниже, чем у других пород собак. Я нашел то исследование, на которое авторы ссылались, и мы сейчас о нем поговорим. И как раз узнаем, действительно ли у такс ниже частота сердечных сокращений, или это только кажется отдельным врачам. Поехали. Итак, вот она, эта публикация. Она не новая, это исследование 2012 года, опубликованное в журнале Veterinary Anesthesia and Analgesia. Тогда обложка этого журнала, как вы можете заметить, выглядела иначе, но прошло уже 10 лет. Статья называется «Сравнение средней частоты сердечных сокращений у такс и собак других пород во время анестезии при проведении магнитно-резонансной томографии позвоночника». С чего начинают авторы этого исследования, что они нам предлагают обсудить в введении к статье? Во-первых, упоминание о том, что брадикардия, снижение частоты сердечных сокращений, это нередкое осложнение в процессе анестезии, которое может быть опасно для пациента. Брадикардия может сопровождаться гипотонией и снижением миокардиального кровотока. Об этом мы с вами все прекрасно помним. Причины, по которым у нас возникает брадикардия, могут включать в себя разные составляющие. Это могут быть препараты, которые мы используем регулярно, например, альфа-2-агонисты или опиоиды. Это физиологическая адаптация, например, снижение ЧСС в ответ на увеличение внутригрудного или внутрибрюшного давления. И это патологические состояния, например, изменение уровня метаболизма, такие как гипотермия, или непосредственно заболевания сердца. Многие ветеринарные врачи верят, что у такс выше риски брадиаритмий. Здесь мы вспоминаем, что такое доказательная медицина, вспоминаем индексы доказательности С, это мнение отдельных специалистов. И действительно, по всей видимости, многие ветеринарные врачи отмечали, что у такс частота сердечных сокращений ниже, чем у других пород собак. Цель данного исследования была сравнить как раз значение частоты сердечных сокращений у такс и других пород, других собак. Это было ретроспективное клиническое исследование, анализ истории болезни в период с 2008 по 2012 год. Процедура МРТ позвоночника. Почему была выбрана именно эта процедура? Потому что она минимально влияет на гемодинамику. Во-первых, таким образом удается создать более однородную группу пациенты с одной процедурой, с минимальной глубиной анестезии и с минимальными какими-то факторами, связанными с первичным заболеванием. То есть, например, собаки с МРТ головного мозга были исключены из исследования, не включались в него, потому что, например, новообразование мозга, повышенное внутричерепное давление будет само по себе приводить к изменениям гемодинамики. Поэтому авторы исследования выбрали именно МРТ позвоночника как критерий включения в группу. Было две группы. Первая группа — это таксы. Буква D, 61 пациент попал в эту группу. Вторая группа — это собаки иных пород. Буква О, АЗа. В количестве 62 собаки. Масса тела всех пациентов была менее 10 кг. И это тоже очень важный фактор, потому что средняя такса весит меньше 10 кг. И, соответственно, другие породы, которые включались в исследование, должны были быть в таком же диапазоне массы тела. Почему? Потому что все-таки, несмотря на то, что эта корреляция не прямая, но она существует. Чем больше масса пациента, тем ниже у него будет частота сердечных сокращений. Это не всегда работает, это не прямая корреляция, но если мы сравним, например, частоту сердечных сокращений таксы и, например, немецкого дога, это будет нерепрезентативная выборка, потому что это слишком разные пациенты. С тем же успехом можно сравнить мышь и синего кита. Поэтому масса тела пациентов играла достаточно важную роль в этом исследовании. Они все были меньше 10 кг. Если мы посмотрим на то, какие породы были включены в исследование, мы увидим, что они весьма разнообразны. Это и Джек Рассел терьеры, и шицу, и миниатюрные шнауцеры, и папильоны, и мопсы, и пудели, и другие небольшие собачки. Как раз такая выборка позволяет нам сравнить, действительно ли у такс относительно других пород ниже ЧСС, или все-таки это заблуждение. Во-первых, не было статистически значимой разницы в начальной частоте сердечных сокращений. У такс до проведения анестезии среднее значение ЧСС было 103 удара в минуту. У остальных пород 107 ударов в минуту.
Гипотензия была отмечена в обеих группах. В группе TAX это было 11 собак, в группе остальных собак это 20 собак. Однако разница была статистически недостоверна, поэтому делать выводы о том, что у других собак гипотония встречается чаще, чем у TAX, мы делать не можем. Да? Но вот в исследовании это все-таки у нас промелькнуло. При искусственной вентиляции легких, при проведении искусственной вентиляции легких отмечалось снижение частоты сердечных сокращений в обеих группах. Об этом мы с вами сейчас еще поговорим чуть позже. Альфа-2 агонисты использовались у 4 собак, всего из общей выборки, то есть из больше чем 120 собак. В группе TAX это был 1 пациент, в группе других пород это было 3 пациента. Снижение частоты сердечных сокращений сразу после индукции в анестезию отмечалось в обеих группах. В группе TAX средняя частота сердечных сокращений была 64, в группе остальных пород 72. И это действительно уже статистически достоверная разница. Мы видим критерий P003. То есть действительно после индукции в анестезию частота сердечных сокращений у TAX становилась меньше, чем у других пород. Средняя частота сердечных сокращений во время процедуры, уже в середине анестезии, тоже была ниже в обеих группах. Однако у TAX частота сердечных сокращений была действительно ниже. 75 в минуту по сравнению с 84 в минуту в группе других пород. Ректальная температура в конце процедуры была 35,5 в группе у TAX и 36,1 в группе у остальных пород собак. К температуре мы тоже сейчас вернемся чуть позже. В обсуждении про нее тоже идет речь. Использование холинолитиков, то есть атропина в данном случае, было отмечено тоже в обеих группах, но частота использования была выше в группе TAX. 14 пациентов таксы против 5 в группе остальных пациентов. Итак, если мы посмотрим на графики изменений частоты сердечных сокращений при проведении искусственной вентиляции легких и при спонтанном дыхании, мы увидим, что действительно при проведении искусственной вентиляции легких частота сердечных сокращений снижалась. Но почему это так? А все очень просто. Вначале мы с вами говорили о том, что брадикардия может быть физиологична, она может быть адаптивна. И в тот момент, когда мы повышаем внутригрудное давление, а мы помним, что искусственная вентиляция – это вентиляция с положительным давлением, когда мы повышаем внутригрудное давление, мы стимулируем барорецепторы сосудов и таким образом заставляем организм думать, что давление в сосудах стало выше. Ну, это логично, они сжались снаружи за счет внутригрудного давления, давление внутри сосудов выросло, барорецепторы на это среагировали. А среагировали они изменением частоты сердечных сокращений. Если давление в сосудах растет, частота снижается. И мы это наблюдаем как раз в том случае, когда проводим искусственную вентиляцию легких. Что касается в целом частоты сердечных сокращений по двум группам таксы и остальные породы, мы действительно видим, что у TAX частота сердечных сокращений меньше. Значит, те предположения, которые были у врачей, то, что таксы бьются реже, они, по сути, являются доказанными. Понятное дело, что это небольшая группа, небольшая выборка, и это будет требовать дальнейших исследований, но, в принципе, мы действительно имеем право предполагать, что у такс частота сердечных сокращений в норме меньше, чем у остальных пород собак. Мне кажется, это интересно. Да, я никогда об этом не задумывался, но вот получается, что оно вот так. Что есть обсудить, да, из этой публикации, из этого исследования? Что нам предлагают авторы публикации и какие выводы мы можем сделать сами? Ну, во-первых, исследование поддерживает гипотезу о более низкой частоте сердечных сокращений у такс. Те, кто в это верил, молодцы. Масса тела у собак не является абсолютной. Да, что это значит? Что несмотря на то, что в среднем масса тела такс была меньше, чем масса тела других пород собак, частота сердечных сокращений у них была ниже. Это то, о чем мы с вами уже успели поговорить, что корреляция между массой и частотой сердечных сокращений, она существует, но она не абсолютна. И, допустим, таксы подтверждают гипотезу о том, что есть другие факторы, помимо массы тела, которые определяют нормальную частоту сердечных сокращений у вида или породы. Несмотря на более выраженное снижение температуры в группе такс, этот фактор, скорее всего, не связан с более низкой частотой сердечных сокращений. Об этом говорят авторы публикации, но они не говорят о другом. Почему
да, возможно, здесь обратная связь, что гипотермия ассоциирована с более низкой частотой, а не наоборот. Да. Если у нас есть снижение ЧСС, значит у нас может уменьшиться сердечный выброс. В ответ на уменьшение сердечного выброса может произойти вазоконстрикция, и на фоне вазоконстрикции снижение температуры. И возможно у ТАКС температура более низкая как раз по этой причине. Но это исключительно мое предположение, которое, к сожалению, ничем не подтверждено. И ответ на этот вопрос, может быть, появится у нас чуть позже в каких-то других исследованиях, которые будут публиковаться. Возможно, более низкая частота сердечных сокращений у ТАКС может быть вагусно опосредована. Ну, то есть изначально ТАКС имеют более высокий тонус парасимпатики, который определяет снижение частоты сердечных сокращений. Более высокая частота использования холинолитиков, мы помним, да, что в группе ТАКС использование атропина было чаще, может быть оператор ассистированный, да, оператор зависимый. Атропин использовался не в тот момент, когда он был действительно нужен, а в тот момент, когда врач начинал беспокоиться. И если у ТАКС в группе исследований действительно частота сердечных сокращений чаще была ниже, то и беспокойство врача возникало чаще. Соответственно, использование атропина было более часто. Но, как мы понимаем, это небольшое исследование, это исследование ретроспективное. И то, о чем говорят сами авторы, это требует дальнейшего изучения. Пока мы можем предполагать, что действительно частота сердечных сокращений у ТАКС меньше, чем у других пород собак. Вот такая вот прикольная, на мой взгляд, публикация. Прежде чем мы перейдем к следующей публикации, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а для меня это приятно и очень полезно для развития канала. А мы продолжаем. И следующая публикация, о которой мы с вами поговорим, это публикация из журнала Veterinary Internal Medicine. И это прям свежая публикация января 2023 года, но вот прям свежак-свежак. И эта презентация посвящена выживаемости, ремиссии и качеству жизни у кошек с сахарным диабетом. Ну, мы понимаем, что это достаточно большая группа пациентов, которые встречаются в ветеринарной практике. И, как мне кажется, эта презентация интересна, конечно, будет больше не врачам-анестезиологам, а врачам-терапевтам и врачам интенсивной терапии, к которым поступают пациенты с диабетическим кетоацидозом. Итак, что было в этой публикации? Давайте посмотрим. Начнем с введения, с вступления к публикации, которая всегда есть. Качество жизни пациента с хроническими заболеваниями и качество жизни его владельца, что немаловажно, в первую очередь сложность ухода за таким пациентом, важны в современной ветеринарии животных компаньонов. Сахарный диабет является одним из самых распространенных хронических заболеваний у кошек. Длительное лечение сахарного диабета показывает минимизацию клинических симптомов и высокую частоту ремиссии. Ну, то есть это не та болезнь, от которой надо непременно прямо сегодня умереть. Да? Это болезнь, которая поддается достаточно неплохому лечению, которая позволяет обеспечить хорошее качество жизни пациентам. Поэтому понимать, как лечить это заболевание, какие нас ждут исходы и что на них может повлиять, очень важно. Использование диеты с ультранизким содержанием углеводов рассматривается на данный момент как оптимальный способ лечения сахарного диабета. К сожалению, исследований, сравнивающих диеты и исходы, немного. Несмотря на хороший прогноз в целом для сахарного диабета, 10-17% кошек все равно эвтаназируются в течение нескольких недель после постановки диагноза. Это проблема, возможно, этих пациентов можно было спасти, вот как раз авторы исследования задались вопросом понять, какие факторы могут повлиять на решение об эвтаназии. Восприятие владельцем лечения может влиять как раз на принятие решения об эвтаназии. Насколько тяжело дается это все владельцу, приводит его к мысли о том, что будет он лечить кошку дальше или он примет решение ее эвтаназировать. Анкета для владельцев, которая использовалась в этом исследовании, была призвана ответить на ряд вопросов, в том числе о восприятии владельцем лечения этой самой кошки. Это было ретроспективное, перекрестное исследование. Рассылка анкеты опросника владельцам кошек, лечившихся в период с 2009 по 2013 год, 10 лет назад. Всего анкета была разослана 1369 владельцам животных. Анкета состояла из 46 вопросов, которые включали в себя вопросы, как чувствует себя кошка, чем она лечится,
что она ест, какие параметры у нее мониторируются в домашних условиях, например, измерение глюкозы мочи или глюкозы крови и прочее, и прочее. Это большая анкета, поэтому здесь в презентации она не будет, но ссылка на нее будет в описании под видео, поэтому вы сможете на нее посмотреть, почитать и, возможно, будете использовать в своей практике. В исследование было включено 477 кошек, то есть это те владельцы, которые ответили на вопросы анкеты. Цель – это изучение исходов болезни, оценка качества жизни кошки и качества жизни владельца, что немаловажно. Итак, результаты. Во-первых, средний возраст кошек с сахарным диабетом – это 10,7 лет. То есть это уже возрастные кошки. Все кошки были стерилизованы. Самцы 71%, самки 29%. В данном исследовании частота встречаемости диабета была выше у самцов, нежели у самок. 77% кошек были беспородные. На момент исследования, на момент опроса, 77% кошек были уже мертвы, к сожалению. Но, в принципе, здесь нет ничего удивительного. Кошкам уже было 10 лет, и еще 10 лет прошло. Редкая кошка доживает до 20, тем более кошка, болеющая каким-то хроническим заболеванием. 85% владельцев кошек – это женщины, средний возраст которых на момент исследования был 46-55 лет. Из этого сложно сделать какие-то выводы, просто такое наблюдение. 93% кошек лечились коррекцией диеты. 69% владельцев контролировали глюкозу в крови или моче в домашних условиях. 62% опрошенных владельцев использовали ветеринарную диету для лечения сахарного диабета. И, к сожалению, такой интересный вывод также был сделан, что существует отрицательная связь между возрастом и заботой о кошке. Что это значит? Что чем кошка была моложе, тем активнее владельцы принимали решение об эвтаназии. Почему это так, будет дальше в обсуждении. Итак, какие были результаты? Всего было в исследование включено 477 кошек, 405 из них прожили период более 4 недель, а 72 кошки этот период больше 4 недель не пережили. Почему? Тоже обсудим чуть дальше. В ремиссию из выживших 4 недели кошки впало 118 кошек. Без ремиссии осталось 287. То есть ремиссия, которая предполагает минимальный уход и отсутствие необходимости использовать инсулин. Треть кошек не нуждалась в инсулине. Из этих 118 кошек 45 в какой-то период имели обострение. То есть у них снова возвращался сахарный диабет, который требовал контроля глюкозы. А 73 обходились без обострений. То есть тоже 2/3 пациентов, у которых стойкая ремиссия, могут жить дальше без каких-либо обострений. И, соответственно, это требует меньшего ухода и меньшей отдачи от владельцев. Что касается невыживших пациентов, тех пациентов, которых эвтаназировали, 15% кошек было эвтаназировано. Почему? Причины были разнообразны. Во-первых, 53% были эвтаназированы, чтобы уменьшить их страдания. Не указано, к сожалению, это было мнение владельцев исключительно или какое-то общее решение владельцев и врачей, но 53% эвтаназия по каким-то гуманным соображениям, чтобы снизить страдания у этого пациента. 32% были эвтаназированы из-за плохого прогноза. Здесь, очевидно, было мнение врача значимым, и здесь сложно сомневаться в адекватности этого решения. 21% эвтаназированных кошек имели сопутствующие заболевания какие-то, которые, видимо, ухудшали прогноз на выздоровление. 13% кошек было эвтаназировано из-за сложностей, связанных с уходом. Владельцы были не готовы заниматься длительным лечением такого пациента. И 4% это плохая поддержка врача. К сожалению, в публикации не рассказывается, в чем эта поддержка заключалась, в чем она была плохая. Может быть, эта проблема была связана с непониманием, какой-то недоговоренностью между врачом и владельцем. Может быть, эта проблема была связана с тем, что сложно найти связь с владельцем, вытеснен какой-то контакт. Например, он работает раз в месяц. Что мы с этим будем делать? Но 4% плохая поддержка врача. Дальше факторы, которые к чему приводили. В исследовании, это очень большое исследование, в нем сложные таблицы. Я попытался сделать ее понятнее, но придется объяснять, в чем вообще здесь речь. Кошки, которые прожили более 4 недель. Первый фактор – это беспокойство владельцев об ограничении их жизни, об ограничении жизни владельцев.
Да? Чем больше владельцы беспокоились о том, что им будет тяжело ухаживать за кошкой, что будет тяжело как-то планировать свою жизнь, куда-то уезжать или что-то еще, тем с большей долей вероятности они будут принимать решение об эвтаназии. Следующее – это беспокойство об осложнениях. Мысль о том, что у кошки будет все плохо, о том, что в какой-то момент ей будет некомфортно, о том, что в какой-то момент она будет умирать, тоже приводит к решению об эвтаназии. Качество жизни такое же или лучше? Да, если качество жизни после лечения такое же или становится лучше, то владельцы не будут принимать решение об эвтаназии. Беспокойство о расходах. А вот это важный фактор. Чем больше владельцы беспокоятся о расходах, чем лечение будет дороже, тем, опять же, с большей долей вероятности они примут решение об эвтаназии. Ожидание эвтаназии оказалось незначимым в принятии решения об эвтаназии, как это ни странно. Дальше. Ремиссия. Если использовалась диета для лечения сахарного диабета, то возможность ремиссии была гораздо выше. Ремиссия без рецидива наблюдалась чаще у пациентов, которые получали диету для лечения сахарного диабета. Что было еще? 63% кошек выжили более 1 года с момента диагностики сахарного диабета. 25% кошек пережили порог 3 лет. 10% прожили больше 5 лет. А 1,4% прожили более 8 лет. Полезная, на мой взгляд, информация. Понятное дело, что ее может быть нелегко запомнить, но в принципе, если вы где-то себе сделаете пометку, вам будет проще информировать владельцев о том, что будет происходить дальше с пациентом, которому диагностировали сахарный диабет. Какие были проблемы у владельцев? Во-первых, это ограничение свободы. Кошка, которая требует измерения глюкозы, которая требует введения инсулина, предполагает, что от такой кошки сложно куда-то уехать. Либо ей необходимо найти сиделку. Необходимо найти человека, который будет за ней ухаживать, который этот уход будет осуществлять. И это как раз проблема владельцев. Опасения по состоянию кошки и ее лечение. Переживания при гипергликемии. Жить в условиях постоянного стресса, переживая за кошку, очень тяжело. И это тоже будет ухудшать качество жизни владельцев. Владельцы кошек в ремиссии более спокойны. Ну, в этом нет ничего удивительного. Когда твоя кошка не болеет, ты не сильно за это переживаешь. 58% респондентов отметили, что их отношения с кошкой укрепились после установки диагноза. Я не знаю, честно говоря, как эти выводы интерпретировать, да, как они нам могут помочь в работе, но действительно интересное наблюдение. Если ты переживаешь за кошку, если ты вкладываешь в нее силы, то, видимо, действительно ваши отношения становятся крепче. Я, правда, не знаю, как кошка проявляла это укрепление отношений. Сложно мне это себе представить, но для владельцев, видимо, для владельцев эта кошка становилась дороже. Дальше авторы исследования предлагают нам обсудить, собственно говоря, это исследование. Влажный диетический корм улучшает качество жизни и приводит к стойкой ремиссии. Полезная, на мой взгляд, информация. Связь между возрастом кошки и летальностью может быть связана с переживаниями о дополнительных затратах и тяжестью состояния. Мы с вами говорили о том, что чем моложе кошка, тем с большей долей вероятности владельцы ее усыпляли. Одной из причин может быть то, что эта кошка будет еще очень-очень долго болеть. Потребует очень больших усилий от владельцев в течение всей жизни этой кошки и потребует на это затрат. Владельцы к этому не готовы, поэтому молодых кошек, к сожалению, усыпляли чаще. Инсулин по-прежнему является основным препаратом для лечения сахарного диабета. Однако не стоит пренебрегать диетой и помнить о том, что применение диеты ассоциировано с большей долей пациентов с стойкой ремиссии. Нет связи между опасениями владельцев и реальными затратами на лечение. Владельцы могут себе представлять, что потратят миллионы на лечение этой кошки, хотя по факту это оказывается не так. Частота ремиссии в этом исследовании составила 29% и была ассоциирована с диетическим кормлением, причем влажный корм показывал лучшие результаты, чем корм сухой. Сложно сказать, с чем это связано, но вот такие вот результаты. Возможные причины, по которым у нас работает диета, это, собственно говоря, низкое количество углеводов и снижение массы тела. Если масса тела снижается, то того количества инсулина, которое вырабатывает поврежденная поджелудочная железа, становится достаточным для того, чтобы обеспечить организм этим самым инсулином. И, соответственно, снижение массы тела, мы знаем, это одна из ключевых целей в лечении сахарного диабета, если пациент ожиревший.
Норвежские лесные кошки имели большие риски сахарного диабета, но при этом и большую вероятность ремиссии. Интересно, почему? Другие исследования про это не упоминают. Не выявлено связи между применением инсулина и ремиссией. Это согласуется с предыдущими исследованиями. Инсулин остается основным препаратом, мы должны его использовать для контроля глюкозы, но есть он или нет, не влияет на то, уйдет пациент в ремиссию или не уйдет. Достижение ремиссии связано с более хорошим качеством жизни, это тоже ожидаемо. Более 50% владельцев кошек чувствовали ограничения в повседневной жизни. Об этом тоже надо помнить, когда мы ведем диалог с владельцами кошек с сахарным диабетом. У этого исследования есть несколько очень серьезных ограничений. Во-первых, большая часть ответов получена от владельцев. Во-вторых, ограничение – это само понятие ремиссия. Оно было построено таким образом, чтобы владельцы поняли, о чем идет речь. И ремиссия в данном исследовании не отражает медицинское определение этого слова. И что еще, на мой взгляд, очень важно, что это исследование включало только кошек с медицинской страховкой. То есть это кошки, за которых платили всю их жизнь деньги, и лечение таким образом становилось, условно говоря, бесплатным. Мы знаем, как работает страховая медицина. И если у нас нет медицинской страховки, если владелец сам платит за кошку, болеющую сахарным диабетом, возможно, результаты будут получены иные. И мы можем предполагать, что процент кошек эвтаназированных будет больше, чем был в этом исследовании. Это достаточно серьезное ограничение, и про это надо помнить. Вот такое вот исследование. Прежде чем мы закончим, я хотел бы вас попросить написать в комментариях тему спецвыпуска, которая была бы вам интересна. Мы выберем один из комментариев, выберем эту тему и сделаем по ней спецвыпуск. Мы узнаем что-то новое, и всем будет от этого хорошо. А на этом все. Увидимся через неделю. Пока.